Ораниенбаум, ныне Ломоносов, еще один репрезентативный садово-парковый городской архитектурный ансамбль, относящийся к культурно-историческим памятникам Государственного музея Петергоф. Он и задумывался именно как репрезентативный комплекс-пригород, причем изначально Ораниенбаум и строился как императорская резиденция. По возрасту он немного уступает Петергофу. В 2015 году дворцовому комплексу в Ораниенбауме исполнилось 305 лет. Первым хозяином Ораниенбаума стал князь Меньшиков, получивший эту Приневскую территорию в 1710 году. Именно в этом году началась раздача приморских земель вдоль Петровского тракта, которые по замыслу императора были поделены между членами августейшего семейства, родственниками и приближенными, имели своей целью украсить путь в новую столицу уникальными дворцами, садами и парками. Петр I попытался и здесь реализовать идею затмить Версаль, обустроив дорогу в Петербург роскошными дворцами, коих по его плану должно было построено здесь 200 штук. Эта задумка должна была воплотиться в голландском вкусе гирляндой небольших дворцов, украшающих дорогу из крепости Капарье, идущей вдоль побережья. К слову, столичных трактов северная столица в то время имела несколько. Это и древняя новгородская дорога через Новгород на Москву, и северные шведские дороги, путь на север. Но Петр выбирает в качестве главного тракта именно как путь к морю и вдоль моря. По этой дороге, ставшей потом Петровской, императором и было облюбовано место для своей царской резиденции, в роли которой выступал вначале Стрельня, потом Петергоф. Здесь же он подумал поселить своих верных ближайших подданных. Впрочем, личный пример самодержца, построившего себе дворец в 1704 году на Невских землях, не особо воодушевлял царских приближенных. Дело в том, что эта местность вплоть до 1708 года подвергалась опасным набегам со стороны шведов. Поэтому строиться на таких землях было как-то боязно. Только после Полтавской битвы, когда Россия возвращает целиком себе контроль над данными территориями, приобретает статус морской державы, идея Петра получает шансы воплощения. На следующий год начинается раздел и раздача уже полностью безопасных для жизни участков. По Петровскому генплану дорога в 40 километров делилась на 200 участков по принципу: длина территории вглубь суши 1000 саженей или 2 километра, ширина 100 саженей или 215 метров. В качестве дополнительного бонуса владелец получал еще и надел от самого тракта до залива. Так должно было оформиться украшение пути в Петербург дворцами и усадьбами общим числом 200 строений. Как известно, не все из таких участков были застроены. Частично петровские наделы были объединены, но самое главное, почти все они были разрушены в годы Великой Отечественной войны. Как и полагается, друзья получают лучшее. Надел Приневской земли, доставшийся здесь князю Меньшикову, составлял 5-кратную долю, то есть Светлейший получил от Петра не 1, а целых 5 участков. Его территория составляла 500 сажень в ширину и при стандартном 100 сажень. В том же в 1710 году Александр Меньшиков начинает ставить дворец. Закончен он будет в 1714. В целом же обустройством своей усадьбы в Ораниенбауме царский фаворит будет заниматься до самой своей опалы.
Что интересно, в числе строений Меньшиковской резиденции, которым занимался князь и свои последние дни у власти, была дворцовая церковь, освящение которой произошло почти накануне его ареста. Теперь это церковный корпус в Большом дворце. Удивительной загадкой для всех остается и само название, выбранное светлейшим князем для своей загородной резиденции – Ораниенбаум. Тут существует сразу несколько версий. С немецкого означает померанцевое дерево, которое относится к одной из разновидностей цитруса. Согласно этому объяснению, Меньшиков выбрал это название, поскольку на данной территории были устроены большие померанцевые оранжереи. Впрочем, эта классическая версия имеет свои контраргументы. Сам Меньшиков разведением цитрусовых никогда не увлекался, а эти оранжереи вовсе обустроят только в 1720-х годах. Ораниенбаум, как название загородного имения, может также быть связано с иным владением светлейшего, южной крепостью Ораниенбург, принадлежащей ему еще в 1700-х годах. Ораниенбаум по этой версии мог быть обязан своим названием имени английского короля Вильгельма III. Данный исторический персонаж на то время был глубоко симпатичен российскому самодержцу. В последующей истории развития дворцово-паркового комплекса можно выделить несколько значимых этапов. Правление Елизаветы отразилось на нем коротким, но удивительным расцветом, связанным прежде всего с творчеством великого петербургского мастера Франческо Растрелли. Архитектор берется за перестройку Большого дворца и картинного дома, возведение парадной ограды Нижнего парка, постройку нижних домов в Нижнем парке, возводит каменная зала. Эпоха Екатерины Великой несла кардинальные новшества в дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума. Ринальди возводит здесь единственный в стране парк в стиле рококо, на котором в принципе и заканчивается тогдашняя мода на регулярные парки. В императорской резиденции Ораниенбаума для Екатерины Ринальди возводит регулярный ансамбль «Собственная дача», расположенный к западу от Большого дворца. В его состав входят китайский дворец, катальная горка, кавалерский корпус, а также пруды и аллеи, оформленные шпалерами четкой и правильной геометрии. Однако уже последующее увлечение императрицы английскими парками полностью сменило ландшафтную и архитектурную конъюнктуру всего дальнейшего развития садово-парковых ансамблей.